Криптоэнтузиасты, ну что, приветствую вас на канале. Давайте, конечно же, с вами заглянем в эту скомовозку. Вроде бы ничего так и не произошло, но рынок у нас слили. А рынок, конечно же, слили знатно. Ну, сидишь себе так на расслабончике, думаешь, все хорошо. Тут бац, смотришь, все котировки, все у нас попадало вниз просто-напросто. Какие-то там войны между Трампом и Илоном Маском. Все это реагирует на это рынок. Ну, такая скомовозка, что это просто капец. За всю историю с 2021 года я на этом рынке, когда нахожусь, ну, в принципе, не видел вот этих вот палок, делдаков, там, зеленых каких-то там взрывов, пушек, там, это все такого вот я не видел. В принципе, что я увидел? Я увидел 2 месяца роста, ну, пускай даже не 2, а там 3 было месяца роста, это с 23 года по 24 март. 3 месяца поросли и укатались, откуда начали расти, и буквально 1,5 месяца роста, это ноябрь, чуть-чуть октября и чуть-чуть декабря 2024 год. Все это просто самая натуральная скомовозка, этот рынок. И, ну, самая натуральная скомовозка. Вы это видите у себя на портфеле. Что тут говорить? Так, что у нас по этому стейблкоину? Здесь у нас есть волатильность. Это у нас стейблкоин Liberty Finance. Это компания Трампа, они там занимаются инвестированием. Вчера тоже немножко шатали эту компанию. Что у нас по капитализации? 3 триллиона 19 ярдов. Ну, просто-напросто с аналогичная ситуация 2024 года. Ну, просто-напросто на рынке манипулятор самый натуральный гопник. Самый натуральный гопник. Люди занесли, что-то там усреднили, туда-сюда, там какой-то там сделали усреднение капитала, там заработали бабло, опять занесли сюда. Тут у нас хоп-хоп, разлоки. Бабки забрали, рынок слили. Все. Поросли мы буквально, ну, 2 даже месяца нету. 1,5 месяца мы поросли с середины апреля по 12 мая. И тут все обвалили, короче говоря, опять все это дело слили. И нужно было продавать просто-напросто на индексе страха жадности. Индекс страха жадности у нас четко работает. Вот, мы дошли к пиковым значениям 78. Была у нас жадность, даже чрезвычайная жадность 23 мая. Тогда все показывало на пике и можно было продавать. Как раз у меня были именины. Ну и в принципе что? Мы видим то, что у нас рынок развернули на страхе. Чрезвычайный страх, разворот был. И вот мы добрались до чрезвычайной жадности. Нужно было все продавать. Как раз в тот момент у нас рынок показывал практически максимальные значения. Цена биткоина доходила до 112 тысяч долларов. Ну и, конечно же, разные котировки тоже подходили к этим значениям, подбирались тоже максимальным. Ну, сейчас на данный момент у нас страх уже, все это дело опять вернули в страх, но если только у нас здесь появился страх, первый день страха, то нужно понимать, что будет в дальнейшем коррекция. И по всей видимости у нас лето будет, ну, наверное, все-таки коррекционное. Ну, посмотрим. Только у нас 6 июня. 6 июня по биткоину могут еще устроить и рост, конечно же. И если мы посмотрим сам биток, то в принципе мы неплохо удержали. Удержали мы пока 102 тысячи долларов. Мы с Дофой это все дело наблюдали на стриме. И, конечно, здесь негативный сценарий, то, что мы зашли уже в вот этот вот бычий флаг, который у нас был сформирован. Мы сюда зашли, и это не очень хорошо. Нам нужно было бы хотя бы здесь вот поретестить верхнюю часть, там 103 тысячи долларов удержать и ниже не опускаться. И смотрите, какая интересная ситуация. У нас здесь вырисовывается голова и плечи. Не перевернутая голова и плечи, а просто обычная голова и плечи. И это говорит о том, что мы направлены вот сюда. Зайти, хотя бы вот этот вот гэп забрать. Вот так вот. Ну, посмотрим. И тоже, если мы будем забирать этот гэп, я думаю, что ничего страшного не будет, потому как у нас здесь будут сформированы повышающиеся максимумы и будут сформированы повышающиеся минимумы. Вот у нас будет один минимум,
а вот будет второй минимум. Тут нужно будет смотреть на вот эту вот реакцию, как у нас здесь произойдет. Будет ли здесь разворот? Если он у нас здесь произойдет, то у нас будет вот такая вот вероятность такой вот структуры. Дальше лонговой. Вот. Будем придерживаться этого сценария. Но пока что, ну здесь что? Голова и плечи. Есть гэп. Есть по объемам линия POC в диапазоне 96 тысяч долларов. Все здесь у нас актуально, но на рынке страх, конечно же. Все боятся то, что мы погрузимся на медвежку. Ну, если все боятся, нужно, конечно же, все продавать и выходить с рынка. Ну, альт-сезона у нас нету. Как ни странно, как в том меме. Ха-ха-ха, ну что вам страшно, мои хорошие? Вот, в принципе, вот такой вот у нас мем. И что у нас по альткоинам? Ну, просто эфириум пострадал. Эфириум тоже пострадал, и вся экосистема эфириума тоже слилась. Не очень хорошо. Если мы посмотрим по новостям, некоторые, допустим, люди говорят, лонги, дорогой бог с ними, а что с рынком? Все вниз пошло. Кто в курсе, что стало? Вот. Чепуха. Конечно же, чепуха. Здесь у нас про Мекс говорят. Самая натуральная чепуха, ха-ха-ха. Все у нас чепуха. Биток и вправду влияет очень плохо на мозги. Я тоже дичь начал нести порой. Пей чай из мяты. Спот майкеру больше не нужен. Фьючи куда веселее. Там можно брить бесконечно. Да, да. И это просто шикарная правда. Если мы посмотрим на ликвидации, то просто-напросто смотрите, какие здесь будут сейчас колоссальнейшие ликвидации. Ну это просто трэш, блядь. Ну что это такое? Мы здесь по ликвидациям превысили ликвидации апреля, подошли к ликвидациям февраля на сливе и с байбитом ситуацией. И также 3 февраля, когда у нас было движение с монеткой Трамп, практически превысили, ну, практически дошли до декабря, 9 декабря. Ну, это просто трэш. Все лонгисты выбриты, просто смотрите. Сейчас бреют шортистов. Все, забудьте за какие-то там иксы, 100 иксов, 200, 300 иксов. Не будет такого уже на этом рынке. Здесь уже пришли институционалы, они идут за ликвидностью. Им не нужно эти ваши там 100, 200, 300 иксов раскачивать, чтобы хомяки зарабатывали на этом всем. Вы покупаете альткоины, холдите, а мы вас будем брить. И все. И в принципе мы рассматривали то, что здесь была горячая карта. Если мы посмотрим на горячую карту, 102 тысячи долларов, у нас все шикарно отработало. И ее просто-напросто сбрили, эту 102 тысячи долларов. Вот. Мы с Дофой на стриме, у нас было заседание, криптосплетни, и мы с Дофой рассматривали то, что вот здесь вот в диапазоне 102 у нас было очень горячо. Ну, как, допустим, было вот здесь вот 92, да? И в принципе, ну сейчас у нас эти все вот фитили в принципе перекрыты. Здесь 102 тысячи долларов у нас было очень горячо. Давайте вторую модель откроем. Здесь тоже аналогичная ситуация была. Вторую модель откроем, допустим, 3 месяца и посмотрим. Вот, 102 тысячи долларов просто все. Они уже здесь разгружены. Следующая зона, это у нас 63 залонгованная, также 81 видно, и вот 92 тысячи долларов. Но я думаю, что сюда они не доберутся, дай бог. Дай бог, чтобы они эту всю скомовозку развернули, потому как, ну, просто трэш. У нас все-таки хэш-риббонс дал сигнал. Но это, конечно, тоже особо не показатель, потому как, ну, то, что там хэш-риббонс себе дал сигнал, это наши хотелки. На самом деле может быть такое, что в дальнейшем мы не увидим никакого роста, и хэш-риббонс, и P-Cycle у нас обломаются, и все. Так, по биткоину. Ну, в принципе, что по биткоину? По биткоину, в принципе, у нас здесь все вроде бы неплохо, но голова и плечи присутствует. Также
Дали они, конечно же, коррекцию намного ниже, но мы видим даже по горячей карте, что 102 тысячи долларов у нас все снесло. Все ликвидации были снесены, и вот эти вот интересные цели они отработали. Раз, мы можем посмотреть, раз, два, три. Все, в принципе, здесь у нас осталась одна единственная цель, это 91 тысяча долларов. Это гэп. Ну, туда опускаться, конечно же, очень, конечно же, стрёмно. Вот этот маленький блок, это гэп. Вот этот блок, это у нас объемы, линия ПОК, все проторгованные объемы на вот этой вот вершине. Можем, конечно же, на 96 свозиться, вот сюда вот можем свозиться. Также есть цель 91, но желательно туда не опускаться, но это будет глубокая коррекция. 96 еще, да, куда ни шло, допустим. Но в принципе, если не смотреть на 96, то здесь цели у нас достигнуты были. Ликвидность здесь у нас собрали. Притом ее было видно на горячей карте. 102 мы на стриме это все смотрели. 102 здесь было у нас актуально опуститься. Сейчас нам нужно увидеть хороший откуп. Вот здесь вот. Хорошую реакцию, хороший откуп. И чтобы мы уже с текущих формировали разворот. Ну вот смотрите, как допустим было это у нас вот здесь вот, например, да. Тут у нас коррекция и добили это все дело. Также допустим, вот тоже у нас была коррекция, да. Потом добили эту всю коррекцию и пошел разворот. Дай бог, чтобы здесь уже сформировался разворот. Хэш Ribbons у нас два сигнала есть, они так и остаются на дневке. 10% коррекции есть. Когда Хэш Ribbons появляется сигнал, тоже у нас происходит коррекция. И давайте мы посмотрим на недельке. На недельке у нас сигнал присутствует. Сигнал присутствует. Все у нас здесь хорошо. Коррекция есть. Ну, надеемся, что на этом всем закончится это все дело. Может быть такое, что даже глобально они отрисуют здесь вот такую вот структуру. Огромнейший такой вот треугольник бычий. Но для того, чтобы его отрисовать, здесь нужно не одну неделю поколбасить. Может даже до середины лета. Вот так вот. Альтсезона у нас нет. Мы это видим у себя на портфеле. Альтсезон не подключили. Мурыжит полным ходом. Деньги не хотят они давать. Ожидаем 18 июня у нас будет очередное заседание ФРС. Там будет, конечно же, что-то решаться и может начнут качать что-то. Также, если мы посмотрим большинство альткоинов, на данный момент альткоины дали просадку 50%. Как ты ни крути, как тебе это не нравится, но альта скорректировалась на 50%. На вот этой вот небольшой коррекции по биткоину альткоины просто скорректировались на 50%, смотри. Здесь получается 34 примерно на суи скорректировалось. Тоже пришли в интересную зону покупок, усреднений позиций, туда-сюда. Можно, в принципе, присматриваться, кому интересно альта. Также Пепе. Что у нас тут по Пепе? На дневке мы посмотрим. Тоже был такой себе рост, коррекция. Дай бог, чтобы это все у нас дело откупили. Пепе 34. Ну, неплохо, в принципе. Даже, ну, вот если посмотреть, здесь у нас получается 4.0 единичка, а здесь у нас 4.0 шестерочка. Ну, хоть и линейка нам меряет 30%, но на глаз же видно, что здесь не 30%, а 50% движения. Если мы вот так вот посмотрим, то у нас, если с текущих, тут у нас, смотрите, было поглощено 50% движения. Тут коррекция 50%. Вот. Дальше. Pax Gold. Золото у нас собирается пойти на перехай. Я думаю, что оно пойдет. Дай бог. Ну, золото нам не интересно, мы его уже не набираем, это золото. Оно уже на хаях своих. Здесь я думаю, что все-таки мы сходим на 3500. Это, конечно же, не финансовый совет, потому как кто-то начнет здесь лонговать каких-то вот эти вот 5%. Это так просто. Я думаю, что здесь встрясочку не сделают, и золото все-таки, ну, пульнется вот сюда вот вверх. Также Manta Network. Ну, скомовозка полнейшая. Здесь уже, я думаю, что нечего делать.
нечего здесь уже делать. Рассматривали мы эту скомовозку. И на стриме, в телеграм-канале мы когда проводили стрим, то в принципе мы рассматривали то, что с текущих она будет падать вот сюда вот. И мы даже сюда уже и пришли. Здесь, конечно же, ситуация такая, что человек один там что-то вставал в лонги какие-то. Мы рассматривали, я ему рассказывал, что не стоит сюда, конечно же, лезть. Но, в принципе, мы достигли этих вот значений. Сейчас у нас Manta Network сюда вот пришла. Не стоит сюда влетать, потому как это уже все. Это отработанный материал. И сюда лучше уже не лезть, конечно. Также, если мы посмотрим на манту, то здесь тоже у нас падение практически 50%. Все альткоины упали на 50%. Я покупал село, например, монетку селу. Думаю, возьму. Вот у нас здесь есть нисходящий тренд на пробитие тренда. Возьму, думаю, пускай будет на 2 икса. Показала она примерно 35%. И мы видим то, что укатка у нас здесь знатная. Опять же, с точки моей входа здесь было полное поглощение. Все. Вот весь альт-сезон. Вот он. Весь альт-сезон. Какие здесь иксы? Многие говорят, за иксы какие-то там. 1000 иксов, 100 иксов, что ее так вот потянут там. Я не знаю куда. Какие здесь иксы? Мы даже, это просто бред, это я не знаю. Также Chia Network. Что у нас здесь по Chia Network творится? Аналогичная ситуация. Вот наш альт-сезон маленький, май. И его, по всей видимости, видно на индикаторе альт-сезона. Давайте-ка мы откроем индикатор альт-сезона. Локальный альт-сезон, декабрь. И вот этот вот нам интересный, вот этот вот средний. Вот он, вот видно этот альт-сезон. Вот он, 13 мая, альт-сезон. Все, нужно было фиксировать прибыль. Вот вам альт-сезон. Вот, альт-сезон. Вот это вот альт-сезон. Его как раз видно даже по монете Chia. Вот этот альт-сезон. 12 мая. Нужно покидать было Chia. И по всей видимости пойдем на обновление вот этого вот фитиля. Может быть такое. А может даже и не будем обновлять его. Но альт-сезон у нас вот здесь вот произошел. Здесь чистое движение по монетке. 71%, 68%. Миледи в настоящее время находится в аккумуляции. Альткоин. Здесь есть DF Labs. Он у меня тоже есть в портфеле, этот альткоин. Давайте мы его посмотрим. Не дают они, конечно, не дают они никаких движений. Человек правильно сказал, что спот неинтересный, есть фьючи и все. Все альткоины, практически все, находятся в фьючерсной торговле. Это же золотая жила по ликвидациям. И здесь вот перед обновлением лоев, допустим, нам хватает буквально 50% вверх. Вот даже здесь 175% для того, чтобы снести всех шортистов, вплоть даже с вторым плечом. Все, дальше здесь можно шортить до упупения, вплоть с обновлением лоя. Вот сюда вот. Мы можем сходить по Миледис даже вообще просто легенько. Движение вроде бы здесь будет небольшое, но ликвидации здесь будут огромные. И здесь мы видим просадочку еще 80% с текущих. Если ты даже будешь с текущих покупать, усреднять свои позиции, которые ты набирал, допустим, где-то вот здесь вот. А здесь большое количество блогеров снимали видео, говорили, что это топовый альткоин и нужно его покупать. Он улетает как Пепе. То тут, усредняя свои вот эти вот позиции, ты уже имеешь, допустим, с точки входа просадку 68%. Здесь ты будешь усреднять, и твоя позиция еще покажет коррекцию, к примеру, там процентов 50, да. Выбраться не очень легко с этих альтов, притом занесли люди огромный капитал. Весь 24 год просто-напросто заносили в рынок кучи бабок. Кучи бабок заносили в рынок деньги. Отдать их манипулятор, как не хочет. Как же он не хочет их отдавать? Потому как мы уже 1,5 года, смотрите, 1,5 года, реальная медвежка, блин. Здесь реальная медвежка.
И это еще биток не корректировался. Мы только видим движение битка в диапазон 100 тысяч долларов, альта уже просто умирает. А когда биток вернется где-то в диапазон 70 тысяч долларов, что тогда будет твориться на альткоинах? Ну, это будет просто кровавая баня. А он туда вернется, потому как медвежка у нас неизбежна. Вот что. Ну и в принципе, я не знаю, как мы будем выбираться с этого лайна. Конечно же. Нисходящий клин здесь присутствует. Клин пробили. Может быть такое, что мы пришли на какой-то здесь ретест по Миледис. Вот. Все-таки я надеюсь, что Миледис пойдет хотя бы вот сюда на 14. С текущих сделает у нас, получается, 4 икса. И это будет на полномасштабном альтсезоне. Я думаю, что мы сюда вот все-таки придем. Хотя бы. Хотя бы сюда вот мы придем. Ну и на этом все. Закончится наш альтсезон. В принципе, Ледис вот так вот отработала. Вроде бы более-менее. Очень плохо, конечно же, все это дело выглядит. Очень плохо. Очень плохо. Мой канал набрал популярность буквально в 2024 году, и даже с 2024 года мы ничего интересного не увидели на этом крипторынке. Это самая натуральная скамовозка, я считаю. Вот так вот. Ну, может быть такое, что все-таки будет в дальнейшем хорошее движение, да, мы увидим такие движения, как это было в 2021 году. Может, мы действительно находимся в накоплении, я ошибаюсь, но мы видим иное у себя на портфеле. Также биток мы посмотрели и эфириум. Эфириум, конечно же, ну, просто плачевненько выглядит. У нас произошло обновление спектра или спектрум, или спектра, как фильм «Спектрум», да. Что по эфиру? Что по эфиру? По эфиру у нас, в принципе, здесь... так, давайте мы подключим индикатор. P-Cycle. P-Cycle, это у нас P-Cycle. Покаместь, что мы видим? Не пробили мы красную линию. На ретест только пришли к ней. И, в принципе, что? Медвежки здесь не рассматривается по эфириуму, потому как медвежка будет только тогда, когда мы пересечение сделаем, вот это вот. Зеленая и красная скользяшки, так. Это будет реальная медвежка, подтверждение медвежки. Здесь мы приблизились, но пересечения не было. У нас здесь есть реакция. Мы подошли к данной красной скользяшке. Сейчас пока идет откуп. Дай бог, это все дело скамовозку эту откупят. Ну и, допустим, лето 2024 года мы даже опускались сюда вот ниже. Также мы вот видели аналогичную ситуацию, был рост. Это у нас 24 год. И подошли к красной скользяшке. Здесь подолбали мы это все дело. И импульс был вверх. Немножко похожая ситуация, как май 24 года, да. Вот как мы вот здесь вот находимся. Вот здесь вот похожая ситуация. Но мы были, конечно, здесь у грани. У грани то, что здесь будет пересечение, и дальше мы погружаемся на медвежку. Это у нас не произошло. Произошел у нас здесь разворот на фоне обновлений спектрум. Дай бог, конечно же, они все это дело вывезут. И тут что у нас? По целям 2200, 2230, 200. Мы это все дело рассматривали с Дофой. И Дофа сказал, что если, конечно же, эфир скоманет, уйдет ниже, чем 2200, можно сказать, что ну, все, здесь бычка закончилась. И тогда будет, конечно же, всем некомфортно. Сейчас на данный момент у нас все-таки такой вот просматривается еще клин. Мы его немножко ниже поставим. Будем понижать это все дело. Вот так вот восходящий клин все равно остается. Это у нас на дневке. Будут они, наверное, здесь все-таки колбасить. Посмотрим. Цели у нас 3800. Это гэп. Вот нам нужно сюда прийти. Вот этот вот блок. Это у нас здесь гэп находится. И я думаю, что, ну дай бог, они сюда подтянут этот эфириум. Тяжело, конечно же, очень тяжело. Но нам нужно увидеть 3800. Это в лучшем случае увидеть 3800. Потому как, ну, просто-напросто
Я не знаю, если мы не увидим 3800, мы вообще ничего не увидим. Даже рост альты мы не увидим. С текущих развернемся на медвежку. И биток тоже потянет это все дело просто вниз. Эфириум просто обновит вот эти вот все лои, мы шлепнемся где-то там на 500 долларов, на 400 вот сюда. Вот будет здесь глубокая медвежка, эфир можно будет уже похоронить в следующем цикле, потому как никто его покупать не будет. В принципе, вот так вот. Что у нас по лонгам? Тоже интересный момент. Не очень хорошая ситуация. Не очень хорошая ситуация, потому как лонги, допустим, биток лонги открываем, они практически закрыты, локальные лонги практически закрыты. Мы еще чуть-чуть и доберемся до апреля 2024 года. Здесь осталось чуть-чуть движения, буквально чуточку до целка поля. Но есть у нас глобальный тренд, который мы пробили и по всей видимости пойдем в нижнюю часть канала. Что ж с этим будильником? То запас у нас в принципе здесь еще есть. В нижнюю часть канала мы можем сходить вот сюда вот. Мы можем поставить здесь вот цель нашу, блок. Здесь уже будет полное закрытие лонгов, по всей видимости, и это будет глобальное закрытие лонгов. Вот. Есть такой вот у нас канал, мы его можем отредактировать вот так вот сюда поставить, потому как здесь у нас была вершина июля 2022 года, набирались эти лонги. И вот. Вот так вот все это дело выглядит. Это что касательно самого битка. Мы видим то, что здесь были небольшие лонги. Этот график еще берет свое начало с 2017 года, как только появились эти лонги на криптовалюте. С 2017 года имеет свое начало. Мы видим то, что здесь раскачивали биток очень сильно 17, 18, 21 год. Лонги набирались небольшие, а сейчас у нас здесь набираются просто огромнейшие лонги, но раскачки уже такой сильной нет. Вот. Но мы уже все-таки подходим к медвежке. Также очень негативно лонги по эфириуму. Ситуация очень тяжелая. Я в телеграм-канале вылаживал график по поводу лонгов эфириума и динамики самого эфириума роста. То мы видим, что на данный момент, если мы его даже откроем вот так вот график эфириума и посмотрим, да, вот так вот. Уберем этот индикатор, чтобы он нам не мешал. Вот, смотрите. Динамика, да? На недельке. На недельке в Комарова мы уедем далеко. И здесь мы этот индикатор тоже уберем. Вот, смотрим. Вот наши лонги по эфириуму, да? Вот наши лонги по эфириуму. Здесь набор лонгов по эфириуму был очень маленький. Декабрь 24 год. Что мы в этот момент видим? Рост эфириума очень колоссальнейший. Вот у нас декабрь 23 год. Рост эфириума просто огромнейший. Дальше. Здесь мы набираем лонги уже больше по эфириуму. Сентябрь 24 год и ноябрь 24 год. Еще больше набираются лонги. Но рост эфириума здесь уже намного меньше. И теперь мы видим то, что здесь набор лонгов очень огромнейший набор лонгов с перебитием хая 2021 года. Вот у нас перебитие хая 2021 года. Мы практически приблизились к 2017 году. Вот у нас хай 2017 года. И движение эфириума, ну здесь просто сущая пыль. На 2 икса, да, сходили и все. Вот, смотрите. 82%. Ну, если быть поточнее, 2 икса. Где эфириум по 20 тысяч долларов? Где эфириум по 12 тысяч долларов? Где эфириум по 9 тысяч долларов? Так где эфириум вообще по 5 тысяч долларов? Мы этого не видим. Мы этого не видим вообще. Но фишка в том, что лонги уже здесь практически прикрыты. Еще чуть-чуть и все. Дальше коррекция. Как дальше будет расти эта скамовозка, если здесь нету никакого движения уже? Смотрите, еще осталось чуть-чуть. Нам осталось еще пробить вот эти вот две психологические отметки. Синие две линии. Также прийти вот этот вот блок. С текущих это будет падение на 50%. Ну и полное закрытие лонгов. Это мы еще с текущих будем падать на 70%. Вот сюда вот. Также у нас здесь есть на недельке некий тренд.
Здесь нужно отключить. Обычно здесь все правильно включено. Здесь у нас на недельке есть некий тренд. Вот он присутствует. И может быть такое, что мы пробьем этот тренд, уйдем сюда вот ниже, так? Сюда вот ниже мы уйдем. Вот. Ну и все. Здесь, в принципе, запас хода у нас может закончиться не на вот этом красном квадрате, а мы уйдем ниже, пробьем мы это все дело, ну вот сюда вот сходим, да, к значениям там 22 года. Вот этот вот блок у нас берет свое... Зачем нам эта реклама? Скомовозки. Вот этот вот блок у нас берет свое начало еще там с 21 года. Вот. И мы можем сходить просто-напросто вот сюда, к этому блоку. А что ж такое? Вот к этому блоку мы можем сходить. Вот. Уже будет полное закрытие. Полное будет закрытие. Так. Здесь будет у нас уже полное закрытие лонгов. Вот. Полное поглощение. Вот. Полное поглощение. Движения тогда вообще, наверное, просто никакого не будет на рынке. Мы не видим никакого альтсезона. Мы ничего не видим. Ну да, биток там вырос. Да. Но эфириум показал 2 вершины. Даже здесь он уже показал 3 вершины. 1, 2, 3. Все. На этом всем закончилось. По временному интервалу, конечно же, да, может произойти чудо. Среди чуд у нас еще есть время для этого чуда. Но мы видим то, что уже просто уже еще чуть-чуть, и все это дело просто так вниз пойдет. Многие, конечно, говорят, что биток там 200 тысяч долларов будет, там еще что-то. Ну, посмотрим. У нас еще запас времени есть до сентября месяца. За 3 месяца этих может что-то произойдет. Осталось буквально 3 месяца и 20 дней. 3 месяца и 20 дней. 3 месяца и 3 недельки. Ну, потом дальше я не знаю. Но роста нет. Мы это видим у себя на портфеле. Просто его нет. Этого роста. То, что там многие говорят, что там какие-то иксы будут, выстрелы будут, еще что-то там. Но мы уже сидим 1,5 года. Вот мой канал набрал популярность буквально с марта 2024 года. Я веду свой канал вообще с 2021 года. Но с марта 2024 года мы не видим никаких мега иксов или еще что-то. Это говорит о том, что на этом рынке холд не работает. Нужно напрягать свое очко и делать какие-то движения. Лезть на фьючи, брать плечи. Или, допустим, покупать эфириум. Покупать, продавать, покупать, продавать. Нету здесь никаких 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов по эфириуму. Каких-то там колоссальнейших иксов, как было, вот, допустим, в 2021 году. Да, вот здесь вот 5600% роста. Здесь нету этого. Все. На этом всем дело закончилось. Вот у нас. Если ты успел взять эфириум по 1000, по 800 ты его не купил бы. Ну, сейчас у тебя там 131% роста. Ну, было на пике 281% роста. Но не 5000% роста. Ну, все. Ждем. Ждем чуда. Ждем чуда, посмотрим, что у нас будет с этим чудом. Чудо-юдо, рыба-кит. Конечно же, да, я ожидаю вот эфириум хотя бы в диапазоне 7000 долларов. Это было бы неплохо. Это было бы самое прекрасное чудо, которое могло бы произойти на этом рынке. Но мы его, этого чуда, не видим что-то. Никак. И новости здесь уже у нас тут подключают. И орешники будут стрелять, и ядерная война будет у нас там. И все, мы это буквально видим. А при таких новостях никакого огромного чуда у нас не произойдет. Вот что. Ну, не будем негативить, будем надеяться на хорошее. Что из позитивного? Из позитивного у нас лонги по эфиру полностью еще не закрыты. По биткоину лонги еще есть куда падать. По эфириуму все-таки здесь по бычьи еще находимся мы, выглядим еще по бычьи. Также есть некоторые метрики, которые показывают то, что здесь не медвежка.
не медвежка. Присутствует у нас такой вот бычий здесь клин восходящий. И есть по эфириуму гэп на 3800. Цель сюда интересная. Мы можем сюда сходить, конечно же, перед погружением на медвежку. Тут уже нужно будет смотреть по факту, когда мы будем здесь находиться. Будет ли дальше продолжение роста или падения. Вот что. По временному интервалу у нас есть еще куда двигаться. Биток 96 тысяч долларов у нас. Да что ж такое? Куча будильников, блин. Биток 96 тысяч долларов удержали. Все еще здесь выглядит это по-бычьи. Хэшрибанс есть сигнал. 18 июня у нас заседание ФРС. Вот. Ну и осталась надежда, то, что биток будет 200 тысяч долларов. Потому как многие смотрят мой канал, и они напрямую говорят, что биток будет 200 тысяч долларов. Биток будет 300 тысяч долларов. Смотрим. Я только за. Будем надеяться, что все у нас будет хорошо. Разные альткоины, конечно же, очень сильно скорректировались. Хоть у нас и был рост на 2 икса с апреля месяца, но коррекция есть на 30%. И если у нас есть эта коррекция на 30%, это, конечно же, зона покупок и рассмотрения позиций альткоинов. Здесь нужно покупать, не продавать, а нужно покупать. На коррекции покупают, на росте продают. На коррекции покупают, на росте продают. Все. Ну, я думаю, что все у нас будет хорошо, все у нас получится. На данной прекрасной ноте желаю всем мирного неба. У нас самый прекраснейший день на Земле, потому как солнышко светит, лето. И мега позитив вам в хату. Всем пока, до связи и мирного неба.